Для начала работы нам нужно выполнить 11 воздушных петель, цепочку, и соединить в кольцо. Вот это первый узелок, который я сделал, я его не считаю за петлю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И теперь в первую петлю выполняем соединительный столбик. Вот этот хвостик сейчас будем в первый ряд прятать, будем ввязывать параллельно. Теперь в это кольцо, первый ряд наш, нам нужно провязать 24 столбика с одним накидом. Первый столбик я заменю двумя воздушными петлями подъема. Для меня этой высоты достаточно для столбика. Если вдруг вы привыкли выполнять 3 воздушные петли подъема для замены столбика с одним накидом, можете выполнить 3 воздушные петли. Я же выполняю 2. Накид на крючок и в кольцо провязываем столбик с одним накидом. Накид на крючок, столбик с одним накидом. И вот этот хвостик я прячу сразу за столбиками с одним накидом. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В кольцо нужно провязать 24 столбика с одним накидом, включая воздушные петли подъема. То есть это уже как бы один столбик есть. И еще 23. Итак, я провязал первый ряд до конца, выполнил в кольцо 24 столбика с одним накидом, считая вместе воздушные петли. То есть всего у меня здесь 24 столбика. И теперь во вторую воздушную петлю подъема я соединяюсь соединительной петлей. Второй ряд. Одна воздушная петля подъема, накид на крючок. И вокруг воздушных петель подъема предыдущего ряда, то есть вокруг первого столбика, выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Далее одна воздушная петля, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг следующего столбика. Одна воздушная петля, рельефный лицевой вокруг следующего. И так далее. Продолжаем вязать ряд до конца. То есть мы выполняем вокруг каждого столбика предыдущего ряда по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом. И между всеми столбиками у нас по одной воздушной петле. Все, продолжаем так вязать ряд до конца. Итак, вот я провязал ряд до конца, выполнил последний рельефный лицевой столбик с одним накидом и одну воздушную петлю. Теперь соединяемся в вершину первого столбика. Приступаем к третьему ряду. Одна воздушная петля подъема, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг этого же первого столбика. Далее накид на крючок и сразу в следующую арку одной воздушной петли выполняем столбик с одним накидом. Далее вокруг следующего столбика выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Затем столбик с накидом в арку. И так вяжем ряд до конца, чередуем рельефный лицевой, столбик с накидом в арку, рельефный лицевой, столбик с накидом в арку. И так далее. Продолжаем вязать ряд до конца. Итак, я провязал третий ряд до конца, выполнил последний столбик с одним накидом в последнюю арку одной воздушной петли и соединился соединительной петлей с первым столбиком. Теперь приступаем к четвертому ряду. Одна воздушная петля подъема, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг этого же первого столбика. 2 воздушные петли. Пропускаем столбик с накидом, вокруг рельефного следующего выполняем также рельефный лицевой с одним накидом. 2 воздушные. Рельефный лицевой вокруг следующего рельефного лицевого. То есть в этом ряду вяжем рельефные лицевые столбики с одним накидом вокруг рельефных лицевых предыдущего ряда, а столбики с одним накидом мы пропускаем. И между всеми этими столбиками у нас по 2 воздушные петли. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца.
Итак, я провязал 4-й ряд до конца, выполнил последние 2 воздушные петли. Все столбики с одними накидами мы пропускали и соединился в первый столбик. Далее приступаем к 5-му ряду. 1 воздушная петля подъема, накид на крючок, и вокруг этого первого столбика выполняем попкорн из 4 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. 2-й, 3-й столбик и 4-й рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг первого столбика. Вытягиваем немножко нить, вытаскиваем крючок, вставляем крючок в вершину первого столбика, который мы провязали, цепляем петлю и вытягиваем ее назад. То есть закрыли все эти 4 столбика. Получился попкорн. Далее 1 воздушная петля, накид на крючок и сразу в следующую арку из 2 воздушных петель предыдущего ряда в нее вяжем 2 столбика с одним накидом. Далее воздушная петля и вокруг следующего рельефного столбика выполняем также попкорн из 4 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Одна воздушная петля и сразу в следующую арку выполняем 2 столбика с одним накидом. Далее 1 воздушная петля, попкорн и так далее. Продолжаем вязать ряд до конца. Итак, приступаем к 6-му ряду. 1 воздушная петля подъема, накид на крючок, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг этого же первого попкорна. 1 воздушная петля. Вот эта комбинация, которую мы сейчас выполнили, то есть рельефный лицевой столбик с одним накидом и 1 воздушная петля, по высоте оно нам заменяет столбик с 2 накидами. Теперь делаем 2 накида и выполняем столбик рельефный лицевой с 2 накидами вокруг следующего попкорна. Вот таким образом мы выполнили начальный сплит из 2 рельефных лицевых столбиков с 2 накидами. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, 2 накида на крючок, сплит из 2 рельефных лицевых столбиков с 2 накидами вокруг этого же попкорна и вокруг следующего попкорна. Теперь опять 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 2 накида на крючок и сплит рельефные 2 лицевых столбика с 2 накидами вокруг этого же попкорна и вокруг следующего. 3 воздушные петли. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, вот я провязал практически ряд до конца, мне осталось выполнить последний сплит. Итак, я сделал 3 воздушные петли, 2 накида на крючок, рельефный лицевой столбик с 2 накидами, незавершенный вокруг этого же попкорна, и рельефный лицевой столбик вокруг следующего попкорна. И тут такой нюанс. Вот смотрите, я провязываю его обыкновенно, то есть сразу беру и вокруг этого попкорна провязываю. Но по сути, по логике вещей, у нас эта ножка должна быть позади первого столбика, который у нас с 2 накидами. Так, я сделал 3 воздушные петли и соединяюсь в вершину первого сплита. Все, ряд завершен. Вот, еще раз. То есть по логике вещей у нас эта ножка должна быть позади вот этой ножки. То есть вот смотрите, у нас каждая вторая ножка, она позади следующей. То есть и это по сути должна быть там. Если вы хотите, вы можете ее провязать, вот захватить нить там сзади как-то, я не знаю, я пробовал, мне не понравилось, как это выглядит. А вообще в работе это особо ничего не заметно. Вот лично я не вижу. Ну, если присматриваться уже, конечно, и когда вы сами вяжете, вы знаете. Вот, например, у меня это уже в готовой салфетке. Вот смотрите, как это выглядит.
Вот и найдите, где этот сплит. Абсолютно вообще ничего не видно. Вот ряд у меня начинается здесь. И вот он, этот сплит. То есть вот у меня последняя ножка спереди, а должна быть по идее сзади. Но если вот так смотреть на салфетку, не знаю, ничего не видно. Поэтому я не заморачиваюсь, а просто провязал вокруг попкорна. Да и дело с концом. Все, 6-й ряд завершен.